Всем привет! Меня зовут Лера, и сегодня я покажу, как настраивать передачу новых подписчиков из Bizon 365 в Zoho. Это нужно, чтобы в автоматическом режиме передавать подписчиков со страницы регистрации Bizon 365 в другие системы. Например, в Zoho вы сможете создавать лид на основании новых подписчиков вебинаров из Bizon 365, удобно хранить, обрабатывать и всячески взаимодействовать с ними в дальнейшем. А теперь давайте перейдем к настройке. Для начала необходимо создать новую связь. Далее необходимо выбрать систему источника данных Bizon 365. Теперь необходимо указать действие, например, загрузить новых подписчиков вебинара. На этом этапе необходимо подключить ваш аккаунт Bizon 365 к системе Apex Drive. Введите свой email и пароль от аккаунта Bizon 365. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». Укажите страницу регистрации, с которой будет происходить выгрузка данных по подписчикам вебинара. На этом этапе вы можете настроить фильтр данных. В данном случае в этом нет необходимости, поэтому просто кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные по одному из подписчиков. Если вас все устраивает, кликаем «Далее». На этом этапе настройка источника данных Bizon 365 успешно завершена. Теперь необходимо перейти в настройки приема данных. В качестве системы выбираем Zoho. Далее необходимо указать действие «Создать лид». На этом этапе вам необходимо подключить ваш аккаунт Zoho к системе Apex Drive. Введите свой email и пароль к вашему аккаунту Zoho. Теперь необходимо дать разрешение Apex Drive на работу с вашим аккаунтом Zoho. Когда подключенный аккаунт отобразился в списке, выбираем его и кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите поля для создания нового лида в Zoho. Для того, чтобы добавить переменную в поле, кликните в него и выберите переменную из выпадающего списка. Обратите внимание, вы можете не только добавлять переменные, но и прописывать значения вручную. Когда все необходимые данные назначены в полях, кликаем «Продолжить». На этом этапе вы видите тестовые данные. Для того, чтобы проверить корректность настройки, кликаем «Отправить тестовые данные в Zoho». После успешной отправки переходим в Zoho и проверяем результат. Если вас все устраивает, возвращаемся в систему Apex Drive и продолжаем настройку.
На этом этапе настройка приема данных Zoho успешно завершена. Далее необходимо включить автообновление. Выбираем интервал срабатывания связи, например, 1 раз в 5 минут. На этом все. Желаю вам успешных настроек интеграции и удачи!